Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. И тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 16 февраля, киевское время, 18 часов. Ну что ж, ночь не была томной, скажу так. Очередной массированный ракетный удар по нашей территории со стороны Российской Федерации. Удар комплексный. Сейчас мы его с вами более подробно разберем. Ну, опять же скажу, не дождетесь. В этот раз, кстати, удар был не столько по энергосистеме Украины, сколько по объектам инфраструктуры. Пока не уточняется каким, но тем не менее. Свет есть, страна функционирует, так что не дождетесь. Итак, ночью, сегодня в ночь с 15 на 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Противник выпустил по Украине 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования. Примерно 12 крылатых ракет было выпущено типа Х-101, Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря и 8 крылатых ракет «Калибр» с фрегата из акватории Черного моря. 12 крылатых ракет Х-22 с 6 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из района Курска. И 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 с 2 самолетов тактической авиации Су-35 из района города Мелитополя. Силами и средствами воздушных сил вооруженных сил Украины уничтожены 14 крылатых ракет «Калибр». Точнее не «Калибр», а 14 крылатых ракет типа Х-101, Х-555, «Калибр» и 2 управляемые авиационные ракеты. К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. Есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Ну, вопрос, да, тут сегодня говорится о том, что уничтожение крылатых ракет у нас дозвуковых проблемы не составляет, мы полностью их уничтожаем. А ракеты типа Х-22, она является сверхзвуковой ракетой, мы знаем об этом. Видите, Россия поменяла немножко тактику, они поскребли по сусекам и достали со складов старенькие Х-22, заправили их, они жидкостные, но они сверхзвуковые. Практически, я так понимаю, из 12 ракет Х-22 сбитых ни одной. На сегодняшний день надо констатировать это факт, что у нас в настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет. Я вам неоднократно говорил, что теоретически те комплексы, которые у нас есть, типа НАСАМС, типа ИРИС-Т, они могут уничтожать эти ракеты, но только теоретически. Мы надеемся на получение комплексов Патриот и Мамба, которые именно предназначены для борьбы с такими ракетами. Вот такая вот картина сложилась на утро, поэтому что касается повторов, возможный повтор 23-24 февраля, так прогнозируют наши военные. Почему? Потому что нужно время на подготовку, но во всяком случае ракеты Х-22 их надо заправить. Они хранятся в незаправленном состоянии, а заправка это очень сложная процедура с высокотоксичными химическими веществами, а именно ракетным топливом, многокомпонентным ракетным топливом. Вот. Их надо заправить. И заправка производится непосредственно перед их боевым применением. Хранить их заправленными можно только ограниченное время. Вот такая вот, что касается географии ракетных ударов, ну, к сожалению, видите, она бывает абсолютно разная. И
Как выбирает цели Российская Федерация, сказать очень трудно. Плюс они провели разведку с помощью зондов, заставили нас включить все наши системы ПВО. Видимо, были разработаны маршруты и ракет, которые максимально могли бы обойти нашу систему ПВО. Ну, а теперь об оперативной обстановке на всех оперативных направлениях и линии фронта. В течение суток противник нанес 18 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 52 обстрела из реактивных систем залпового огня. Ну, у нас за сутки было еще 3 ракетных удара, я так понимаю, местного значения по прифронтовой территории. Ну и массированный ракетный удар сегодня ночью с часа 40 до 3:40 в течение 2 часов. Они наносили такие удары. Далее есть российские оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре Донеччины, Херсонщины. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Высока вероятность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В районах Гриньяковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара. Ну вот это в принципе от Гриньяковки до Угледара это уже у нас расширилась география, как я вам говорил, огненной дуги. Это линия фронта, где российские войска непрерывно атакуют и пытаются продавить или прорвать нашу оборону. За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов. В частности, возле Белогоровки и Серебрянского лесничества, это Луганская область, Федоровки, Бахмута, Делиевки, Авдеевки, Водянова, Первомайского, Марьинки, Угледара Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Оккупанты нанесли удары силами армейской авиации с территории России по Сумщине и Харьковской области. Редко, но стала применяться авиация мы отмечали уже с вами, что интенсивность работы артиллерии и количество и интенсивность огневых налетов на северо-востоке Украины возрастает в связи с тем, что они пытаются отвлечь как можно. У них не хватает, я так понимаю, видимо, не хватает частей и подразделений, чтобы сделать вооруженную провокацию где-то в этих районах и подтянуть. Но за счет нанесения огневых ударов они не дают возможности нам перебрасывать резервы с этих направлений на Донецкое направление. А на Донецком направлении пытаются максимально давить на наши позиции. На Купинском и Лиманском направлениях враг ведет наступательные действия по линии Площанка-Деброва. Кроме того, наступление осуществляется с Кузьминой и Кременной. Была относительно такая слабенькая попытка атаковать Гриньяковку. Все атаки противника на данный момент отбиты. Противник понес потери и откатился на исходные позиции. На Бахмутском направлении атаки по линии Федоровка-Веселая были отражены. Противник успеха не имел. На участке Залезничная-Васюкивка ситуация очень тяжелая. Там идут ожесточенные бои. Противник продолжает атаковать наши позиции, пока результат атак неизвестен. Бой продолжается в данный момент. Оккупанты пытаются закрепиться на трассе на Славянск и Бахмут-Славянск и подтягивают резервы для штурма Дубово-Васильевки. Мы видим постоянный подвоз резервов на эти направления. В Просковеевке ситуация критическая, но врагу не удалось выбить силы обороны из этого населенного пункта. Мы продолжаем его удерживать. Все атаки российских оккупационных войск на этот населенный пункт на данный момент отбиты. Между Ивановским и Ступочками враг в принципе
вот тут мы наблюдали картину, что враг выдыхался в ходе атак, то есть нес огромнейшие потери, атака захлебывалась, а местами волны атакующих спасались бегством с поля боя. То есть после понесения определенного количества потерь наши силы обороны обратили в бегство атакующие российские войска. Это, еще раз напомню, между Ивановским и Ступочками. Подходят резервы, и похоже, что их направят восточнее, в сторону бывшего аэропорта. В городе, это все ситуация в районе Бахмута. В городе Бахмут продолжаются бои в восточной части города. То есть наши войска не вышли из Бахмута, была распространена такая информация. Нет, никто не выходил. Мы перегруппировались в самом Бахмуте, и там в городе продолжаются бои. Даже, видите, бои идут еще и в восточной части города. На Авдеевском и Шахтерском направлениях продолжаются штурмовые действия врага в районе Красногоровки. Это та Красногоровка, которая возле Авдеевки, Новобахмутовки и Невельского. В северной части Марьинки возможно продвижение врага. А в остальном город продолжает сражаться, город продолжает обороняться, и Марьинка наполовину находится под контролем сил обороны Украины. На Запорожском направлении огневое поражение потерпели районы более 20 населенных пунктов. Да, в остальном ситуация без изменений. На Херсонском то же самое. Обстрелы, ситуация без изменений. Обстрелы, которым подверглись более 10 населенных пунктов, причем Херсонской области. И также был подвергнут обстрелам город Очаков Николаевской области. Ну и как вывод из общей обстановки, которая сложилась на этой огненной дуге от практически Сватова до Угледара, можно сделать следующий. На сегодняшний день южный фланг Бахмута, в принципе, мы можем вызывать уверенность у нас, а вот северная окраина Бахмута, там ситуация близкая к критической. И противник периодически имеет успех и продвигается севернее Бахмута, пытаясь окружить город. На юге мы его оккупировали, и там ситуация более-менее контролируема. Оккупанты укрепляют захваченные позиции и наращивают оборону по трассе Бахмут-Лисичанск, которую они захватили в течение этой недели. В Марьинке не исключается продвижение врага. Ну, я уже это сказал, в северной части города. В общем, ситуация на большинстве участков тяжелая, но контролируемая со стороны сил обороны Украины. Далее, в Чаплинке Херсонской области 14 февраля российские оккупационные войска совершили обстрел города с целью обвинить и дискредитировать вооруженные силы Украины. То есть информационно-психологические операции с нанесением огневых ударов по, это можно сказать, по оккупированной же территории со стороны российского командования продолжаются, и это для них как бы норма дня. По словам свидетелей, ракеты летели с южного направления, со стороны временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а не с северной или западной, где находятся вооруженные силы Украины. Но для Чаплынки то западные должны были, по идее, с запада, с северо-запада прилететь ракеты. Они прилетели с юга. В Симферополе, в Автономной Республике Крым, местным центром крови начат массовый сбор крови у гражданских лиц и доставка крови из других станций переливания крови в Автономной Республике Крым. Также активно проводится пропаганда в учреждениях всех форм собственности по привлечению к забору крови как можно большего количества людей из-за больших потерь и ранения российских оккупантов по всем направлениям боевых действий. Открываются дополнительные станции переливания крови в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях. Но если такой массовый сбор крови, это говорит о том, что количество раненых просто зашкаливает.
Поэтому и для того, чтобы их как-то поддерживать, начался вот такой массовый сбор крови в приграничных областях Российской Федерации и в оккупированном украинском Крыму. Украинская авиация в течение суток нанесла 11 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава военной техники оккупантов, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также уничтожен российский вертолет К-52. Что ни день, то сбитый летательный аппарат. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления противника, 6 районов сосредоточения живой силы и 2 состава с боеприпасами. Вот такой урожай собрали наши воздушные силы и ракетные войска и артиллерия. По состоянию на сегодняшнее утро в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей. Из них 2 являются носителями крылатых ракет «Калибр». Общий залп этих кораблей может составить до 16 ракет. Вот такая вот военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а теперь 2 слова о военно-политической обстановке, которая сложилась в Украине и вокруг нас. Завтра, 17 февраля, планируется встреча 2 президентов в Москве и Беломосковье. Лукашенко и Путин собираются встретиться. Об этом заявил Песков, пресс-секретарь Путина. И основная тема встречи будет безопасность союзного, обсуждаться вопросы безопасности и вопросы союзного государства. То есть Путин пытается дожать Лукашенко подписать соглашение о вступлении Белоруссии в союзное государство. Фактически присоединение Белоруссии к России. И ликвидация Белоруссии как субъекта международного права, то есть как независимого государства. Думаю, что вряд ли Лукашенко пойдет на такие вещи. Как всегда, у него есть куча отговорок и аргументов. Тем более, что он Российская Федерация опять разрешил вербовать белорусов. Есть сведения из Белоруссии от белорусской оппозиции о том, что вербуют военнослужащих и военнообязанных. И они подписывают контракт с Российской Федерацией и оказываются на Донбассе. То есть своего резерва не хватает, и Россия собирает личный состав где только может. В частности в Белоруссии. Кстати, да, надо отметить, что с мобилизованными есть огромные проблемы. В Российской Федерации тем, кого сейчас мобилизуют, кого там забирали в январе, феврале, они уже получают бэушные бронежилеты и каски в виде стальных шлемов образца 1955 года советской армии. То есть вот такая уже экипировка идет в ход. Но очень интересно отметить пару заявлений Лукашенко. Мы вчера с вами обсуждали его заявление по поводу того, что страны ОДКБ должны определиться. По принципу Лукашенко генеральному секретарю ОДКБ, у них, оказывается, такой есть. Я, например, не знал. Я знаю, что секретарем ОДКБ является сам Лукашенко. А что есть еще и генеральный секретарь. Они по принципу, по образу и подобию НАТО. Своего же выдумать не могут, копируют все с НАТО. При этом НАТО проклинает, на чем свет стоит. Так вот, он ему сказал, что по принципу, что никто морем не уйдет, каждый должен оставить свой след на земле. Что каждая страна-член ОДКБ должна определиться в этой войне и либо вступить в войну на стороне России, либо, вторая часть не была озвучена, но она подразумевалась. Либо по принципу «спасайся, кто может», быстро выходить из ОДКБ. Фактически, мне кажется, что Лукашенко дал посыл на развал этой организации. Хотя, думаю, что искренне хотел подлизнуться к Путину в плане того, что я же агитирую за вас, за то, чтобы вы в страны Армения, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан вступили в войну на стороне Российской Федерации против Украины. А сам он четко определил, что что Белоруссия не вступит в войну против Украины до тех пор, не только вообще не вступит в войну до тех пор, пока вражеский солдат не переступит территорию Белоруссии и не придет на территорию Белоруссии убивать моих людей.
А у меня вот тут вопрос к белорусам. А вы крепостные, что ли, там в Белоруссии? Вот меня интересно, почему Лукашенко... Лукашенко не сказал в своем заявлении, что пока вражеский солдат не придет убивать белорусских граждан или белорусский народ, до тех пор Белоруссия не вступит в войну. Он сказал, пока вражеский солдат не придет убивать моих людей. А что имеется в виду, интересно, моих людей? Личную охрану Лукашенко или граждан Беларуси? Так тогда что, Лукашенко считает их своими крепостными? Это его личные люди, принадлежащие ему? Вот тут интересно. Оговорка по Фрейду, на мой взгляд. Так что вот такая вот ситуация. Ну и, конечно же, Лукашенко оправдал, что вторжение российских войск с территории Беларуси, это же было не вторжение. Это была, оказывается, защитная реакция со стороны России, потому что Украина не захотела с Россией договариваться по Минску-2 и вообще решать вопрос сложения своего суверенитета перед Российской Федерацией. Вот поэтому, но это не вторжение, он сказал. Он сказал, что украинские власти сами спровоцировали эту операцию тем, что не захотели договариваться с Россией. Вот. А это не вторжение, а это спасение было. Безысходность в спасении российских граждан. Какие российские граждане в Украине, вообще понять очень сложно. Или русских людей, вот так вот он назвал. Русских, где вы видели русских людей в государстве Украина? Этнически, может быть, они русские, но они граждане Украины. Следующее. Страны НАТО намерены передать Украине достаточно танков, в том числе и «Леопарда-2», для формирования нескольких танковых бригад вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. Ну, коалиция сформирована, она, кстати, может быть расширена. Эта коалиция, она состоит из 8 стран, уже я вам ее оглашал, которые будут поставлять Украине оружие. Следующая новость тоже пришла из Польши. Польская газета пишет о том, что Зеленский встретится с Байденом. Но это было прогнозируемо. Единственное, что пока, кроме средств массовой информации, об этом никто официально не говорит. Ну, мы понимаем, что если Джо Байден приедет в Варшаву или в Жешув, то не встретиться с Зеленским, ну, это было бы просто мувитоном. Тем более, что наша страна выполняет ключевую роль в плане борьбы с российским фашизмом на европейском континенте. А может быть даже и на евроазиатском, да я бы даже так сказал. Вот. Но тут еще другие, более смелые предположения начали высказывать в том контексте, что может быть и Байден и появится в Киеве. Не равен час, все приезжали в Киев, уже даже израильский министр иностранных дел приехал в Киев и открыл израильское посольство. И сказал, что посольство Израиля будет работать здесь в штатном режиме, в городе Киеве, как ни в чем не бывало. Остальные, остается только Джо Байден и, наверное, еще король Великобритании, кто не посетил Киев в ходе вот этой российской агрессии против Украины. Ну, посмотрим, как будет развиваться либо в Жешове, а может быть и в Киеве. Кстати, это бы сыграло, на мой взгляд, очень позитивную роль в плане рейтинга Байдена в самих Соединенных Штатах. В США считают, что Россия может собрать силы для наступления не раньше мая месяца. Об этом пишет CNN. Западные союзники не видят существенных изменений в способности российских сил, сконцентрированных на востоке Украины, проводить военные операции, необходимые для захвата и удержания новых территорий. Ну, кстати, здравая мысль в том плане, что и генералы российские пытаются Путину объяснить, что на сегодняшний день нету. Видите, они пытаются атаковать методами Первой мировой войны. Штыковые атаки, волна за волной, личный состав идет, выезжает один танк на поддержку пехоты и работает артиллерия. Артиллерия лупит куда попало. Молодцы, надо отдать должное, что вы тратите побольше снарядов, нам меньше будет проблем. Точность ведения огня российской артиллерии на сегодняшний день
ну, я бы сказал так, нас устраивает, бьют куда попало, но только не в те цели, которые нам бы не хотелось, чтобы они били. Следующее. В Соединенных Штатах не считая, ну, это не Блинкен сделал заявление, и издание Политика написало, что он говорит, что Соединенные Штаты не считают мудрым шагом возвращения Украины и Крыма военным путем, пишет Политика. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Белый дом неактивно поощряет Украину вернуть себе Крым, но решение принимает только Киев. Так что, ну, посмотрим. Я тоже говорю, что Крым надо возвращать по мере, точнее, путь возвращения Крыма надо определять по ходу самой войны. Война покажет, поле боя все покажет, как мы будем освобождать военным путем, или Крым нам будет возвращен дипломатическим путем в ходе этой военной кампании. Никто затягивать там в годовые переговоры или откладывать решение Крыма на потом никто не будет. Территориальная целостность и суверенитет Украины должен решиться на поле боя сегодня и сейчас. Именно в этой войне. Далее Wall Street Journal, точнее, извините, не Wall Street, Институт изучения войны, Американский институт изучения войны, считает, ну они же занимаются аналитикой, и они посчитали, что на сегодняшний день Российская Федерация потеряла около 50% своих современных танков в войне против Украины. То есть мы практически выбили все Т-72Б3, Т-72Б3М. До войны у России их было не менее 1800 штук. На сегодняшний день осталось меньше половины. Не хватает личного состава, техники для крупной наступательной операции. Но это выводы на основании на основании различных разведок Соединенных Штатов Америки. И пишут, что война против Украины колоссально истощила резервы, техники и живой силы страны-оккупанта, необходимые для нового наступления на Востоке, говорится в сообщении Института изучения войны. Ну, мы это наблюдаем. Очередное подтверждение тому, что на сегодняшний день Российская Федерация начинает исчерпывать свои запасы в плане техники и вооружения. Личный состав есть, да, а вот на что его сажать и чем воевать, здесь огромный вопрос. Все то, что хранилось десятками тысяч даже на длительном хранении, оно оказалось на сегодняшний день не боеспособным. Ну и еще одна новость, это Европейский парламент принял резолюцию, причем большинством голосов, 444 депутата проголосовали за, 26 против и 37 воздержались. Резолюция о том, что с призывом к странам коалиции предоставить Украине истребители, современные западные истребители. Так что надеемся, что, ну, в принципе, я и говорил, что план, скорее всего, истребители мы получим вместе с средствами ПВО новыми, которые могут прикрыть аэродромы с их размещением, ну и готовностью Украины к контрнаступлению. Вот как у нас сухопутная компонента будет готова, группировка войск для контрнаступления, тогда прибудут и истребители и будут прикрывать. Мы надеемся, что это будет F-16, потому что он многоцелевой, может выполнять в том числе и задачу штурмовой авиации. Вот. Ну а также может выполнять задачи бомбардировщика. Тоже довольно хорошая штука. Кстати, появилась информация о том, что Россия стягивает войска, даже из Арктики выводит войска. Вот уже куда добрались. Дальний Восток уже бог с ним, уже из Арктики. Вывели арктический дивизион комплекса ТОР-2М. Но это средство ПВО, это не наступательное вооружение. На базе вот этого сочлененного тягача, нового вездехода, точнее не тягача, а вездехода, Торовский дивизион, выведен из Арктики, скорее всего будет переброшен либо на Донбасс, либо будет расставлен по городам России, вот так, как они сделали это в Москве. Понаставляли систем ПВО на крышу и к чему-то серьезному, я так понимаю, готовятся.
Ну, может быть, кто-то прилетит бомбить Москву. Может быть. Война это штука такая непредсказуемая в некоторых вариантах. Ну что ж, на этом мы как бы первую часть нашего видео военной и военно-политическую мы закончим. По традиции я делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И тогда его смогут увидеть большее количество людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции. Это ответом на те вопросы, которые вы задали в предыдущем видео. И вот человек писал несколько раз, наконец-то был замечен и задал свой вопрос. И он звучит следующим образом. Окей, спасибо за ответ. Ну, я ему предложили задать свой вопрос, он обижался, что давно его пишет, постоянно его не замечают. Мне хотелось бы задать, было предложено задать актуальный вопрос. Вот он постарался и задал. Мне хотелось бы задать следующий вопрос. На фоне того, что в вопросе о западных танках для Украины лед окончательно тронулся, и наше правительство, Германия, он гражданин Германии, решило поставить Украине не только Леопард-2, но и Леопард-1. Все чаще в интернете можно услышать и увидеть критику, что эти леопарды никчемные, что они слабы против российских Т-72. Когда-то летом вы говорили позитивно о качествах Леопард-1. Я почти всю жизнь с детства живу в Германии и когда-то проходил службу в Бундесвере, в саперном батальоне. У нас было много инженерных машин на базе Лео-1. Так немцы сокращенно называют леопарды. Лео-1, Лео-2. Поэтому я знаю, что это. Но я не знаю Т-72. На ваш взгляд, будет ли Леопард-1 хорошей помощью для украинской армии? Каковы, на ваш взгляд, шансы Леопарда первого при встрече с Т-72? Заранее спасибо за ответ. Победа будет однозначно за Украиной. Добро пожаловать в европейское сообщество. Но смотрите, давайте так. Да, действительно, Леопард-1 довольно старый танк. Тем более, что там, когда его создавали, то конструкторы уменьшили количество брони, ее толщину для того, чтобы сохранить, ну не то что сохранить, а для того, чтобы придать танку маневренность, более высокую маневренность. И за счет маневренности получить больше огневые возможности этого танка. Вот. И поэтому Леопард-1 это скорость и огневая мощь. У него 105-миллиметровая пушка нарезная. И, соответственно, нарезное орудие, мы знаем, оно имеет больше огневые возможности, чем гладкоствольное орудие. Оно имеет большую живучесть ствола. Ну, а вот за счет того, что была уменьшена броня, то она, соответственно, танк получил большую удельную мощность, что позволило ему быть более маневренным. Что касается танка Леопард-1, я говорил, что он создавался в противовес Т-55, Т-62, когда он начинал создаваться. Но потом, когда появилась Т-72, сначала Т-64, потом сразу же почти появился Т-72 танк, естественно, встал вопрос, что Леопард-1 очень сильно уступает этим танкам. 72-ка была, давайте так, 72-ка это была дешевая, удешевленная производная от Т-64. Т-64 не тянуло наше государство, и поэтому в течение 6 месяцев Уралвагонзавод предложил разработку, было поставлено задание правительством Советского Союза, и Уралвагонзавод за 6 месяцев фактически склепал 72-ку. Это была более удешевленная версия Т-64. И двигатель у него был дизельный, а вот пушка, там, заряжание и все остальное у него было практически взято от Т-64. Вот. Даже некоторые особенности, там, по-моему, башня у них немножко похожая и так далее.
Ну и 72 стала самым распространенным танком, потому что дешево и сердито было ее выпускать, и получила самое массовое распространение. Так вот, когда появился Т-72, конструкторы озаботились тем, что Леопард-1 намного проигрывает 72. И тогда появились версии модернизации. И практически в своей почти последней версии модернизации, то на А5, я скажу так, что Леопард-1 вышел на паритет с Т-72. Т-72, Т-64 фактически равны, паритетны Леопарду 1 в версии А5 на поле боя. В любом случае, всегда живучесть танка на поле боя будет зависеть от экипажа, от его наученности, от его навыков. Вот. Но если мы говорим, что кто же будет более живучий на поле боя, то я бы, наверное, отдал преимущество Леопарду 1. Почему? Потому что он скомпонован более лояльно или более так направлено на живучесть самого танка и живучесть экипажа этого танка. Вот 72 он делался как танк прорыва. На танк прорыва на поле боя его живучесть особо никого не волнует. Главное, чтобы он прорвал оборону противника на высокой скорости, при этом мог вести огонь по объектам противника и прорвав оборону, образовал ли вот эту вот брешь. Поэтому, если говорим о живучести на поле боя, то, скорее всего, Леопард-1, на мой взгляд, в версии А5 будет получше, чем Т-72. Вот. Это при том, что по своим тактико-техническим характеристикам они примерно паритетные машины. Что 72, что Леопард 1. Но, если мы говорим о версии А5, то, наверное, и дуэли на поле боя, одно дело там, да, общевойсковой бой, другое дуэль. Если вот Леопард 1 и 72 выйдут на гипотетическую такую дуэль, то, скорее всего, Леопард 1 будет иметь преимущество. Преимущество в оснащении оборудованием, электроникой. Он более насыщенный, у него более мощная пушка за счет того, что она нарезная. И хотя у 72 калибр больше на 20 мм, и она более точная за счет системы управления огнем и уже установленного на Леопард 1 версии А5 лазерного дальномера. Вот такой я бы сделал, наверное, вывод. Ну а если мы говорим о надежности, то есть по живучести Леопард превосходит 72, потому как он сделан больше как танк, более стойкий к условиям современного боя. 72 танк прорыва, быстро и сгорел. Вот. В дуэли, наверное, за счет автоматики и за счет электроники тоже Леопарду можно дать преимущество. Ну а в надежности тут как бы немецкие машины преобладают над бывшими советскими машинами, ныне российскими. Если сравнивать качество даже вот в таком военно-промышленном комплексе, то, конечно, немецкое качество стоит на голову выше. Так что в техническом отношении тоже Леопард, на мой взгляд, первый имеет преимущество над Т-72. Вот такая вот моя была характеристика на сегодняшний день. Конечно, если сравнивать с Т-80, с Т-90, то Леопард-1 это прошлое. Это танк, который уступит во многих параметрах современным версиям 80-ки, особенно в версии БВМ, ну и Т-90 в версии, допустим, Т-90А, это экспортный вариант, и Т-90М прорыв. Вот. Так что вот примерно так бы я охарактеризовал бы это соотношение Леопард 1 и Т-72.
Следующий вопрос. Мы из Австралии. Каждый день проклинаем Путина и его фашистов-приспешников, пьяных подсвинков страны, за разруху, кровь и смерть, которые они несут. Желаю Украине, да и России скорейшего освобождения. Вопрос, могут ли разведывательные дроны определять точные координаты наблюдаемых целей и сообщать эти детали для ударов. Или система включает только визуальное подтверждение и пристрелку. Нет, все зависит от оснащенности дронов. Если у дрона есть соответствующее оборудование и программное обеспечение, то он точно определяет координаты цели и передает готовые координаты этой цели. А если оборудования нет, то тогда только визуальное. Ну, как правило, дроны-разведчики, все привязываются к местности, имеют систему GPS-навигации и все передают готовые координаты для того, чтобы артиллерия или ракетные войска или авиация могли нанести уже удар по готовым координатам или скорректировать огонь. Подскажите, пожалуйста, только ваше видение, как я понял, у Украины будет возможность сделать одно наступление. Возможно, у вас слышал, возможно, в других источниках. Насколько это правда и какие действия могут быть после этого? Уход в оборону? Я не знаю, где вы такое слышали о возможном одном наступлении. Наоборот, мы говорим о том, что просто мы хотим... насколько я понимаю, замысел нашего генерального штаба и желание всей страны, чтобы началось одно масштабное контрнаступление, которое бы привело к освобождению нашей территории. Каким способом, или это будет с наращиванием усилий и контрнаступлением на разных направлениях, допустим, на одном начали, на втором продолжили, либо это будет просто каскадный обвал обороны российских войск, в случае глубокого прорыва наших войск в российские боевые порядки, это уже не важно. Но не будет так, что сходили в наступление и сидим полгода ждем. Нет. Именно для этого западная коалиция стран дает нам такое количество вооружения, вот сейчас согласовано и сейчас начинает передавать такое количество вооружений для того, чтобы мы смогли сформировать довольно большую группировку войск, которая способна будет обеспечить освобождение большей части или всей территории, оккупированной российскими войсками в границах 1991 года. Добрый день, Олег Владимирович. Если попасть в установку ТОС «Санцепек», то детонация боеприпасов в самой установке будет с тем же эффектом термобарический? Нет. Термобарического эффекта не будет. Почему? Потому что надо, чтобы чтобы снаряд взорвался по определенному алгоритму. То есть с соблюдением технологии. Сначала идет разброс детонаторов, потом распространение облака до создания необходимой консистенции с воздухом и потом подрыв детонаторов, тогда получается объемный взрыв. В стволе получается, что снаряд представляет собой баллон с вот этим газом, сжатым газом, взрывчатым веществом плюс детонатор, они все находятся в одной куче, будет просто взрыв. И горение. Взрыв и горение боеприпасов. Кстати, в подтверждение моих слов, буквально 2 дня назад на YouTube появилось видео, как наша артиллерия попала именно в Санцепек. Вот то, что вы спрашиваете. Посмотрите это видео. Прекрасно горит, но не взрывается объемно детонирующим взрывом. Скажите, пожалуйста, в какой мере поставка 50 плюс Archer от Швеции может повлиять на ситуацию? Вроде бы должны передать. Это не говоря о 18 или 19 на базе Татра от Дании и 12 от Франции Цезарей. Ну, что-то вы так все в кучу набросали. Никто нам 50 Archer не дает. Их столько нету в Швеции, в самой. Арчеры, насколько я знаю, дают нам, по-моему, дивизион 12 штук.
Вот сначала была цифра 4, то есть одну батарею, а потом вроде бы как промелькнула в некоторых средствах массовой информации цифра 12 арчеров, ну никак не 50 плюс. Так что говорить о том, что, ну в любом случае увеличение, а вот то, что вы пишете 19 на базе Татра, 18 или от Дании. Что Дания может дать на базе Татр? На базе Татр чешская Дана находится. И реактивная система РС, по-моему, или РМ-70. Это град, который установлен на ходовую часть Татры. У Дании нету. Дания хотела нам передать 19 Цезарей. Причем здесь база Татры. И вроде бы как сказали, что не будут, не смогли они решить вопрос выкупа их у Франции. И насколько я понимаю, Франция нам передаст эти гаубицы. Вот. Там история, кстати, запутанная, не имеет на сегодняшний день окончательного результата. Вот. Так что Франция, да, дает, по-моему, не 12, а 18. Так что вы немножко цифры завысили. Но скажу так, в любом случае любая поставка артиллерии и обеспечение этих систем артиллерийских боеприпасами меняет конфигурацию или меняет соотношение сил и средств в нашу пользу. Почему? Потому что западная артиллерия стоит на голову выше, чем на порядок лучше ведет огонь и точнее ведет огонь, чем российская артиллерия. Поэтому с каждой пришедшей САУ, с каждой пришедшей гаубицей в состав вооруженных сил Украины мы набираем с огневой мощи и приближаемся к паритету и преимуществу, и последующему преимуществу над российской артиллерией. Пока надо констатировать факт, с величайшим сожалением, российская артиллерия имеет преимущество в численности, именно в численности и в количестве, и в возможностях выкладки боеприпасов на грунт по нашим объектам или по нашим целям. Чтобы обнаружить позицию, следующий вопрос. Чтобы обнаружить позицию ПВО с помощью аэростата, на аэростат надо повесить радиолокационную станцию кругового обзора, снять, условно, снять с самолета А-50, например. Но зачем? Да, действительно, аэростаты, они не предназначены для того, чтобы обнаруживать какие-то позиции. Аэростаты предназначены для того, чтобы вскрывать систему ПВО. Вот самолет А-50 там летает где-то вдоль границы Украины, допустим, в белорусском воздушном пространстве, и смотрит, где включаются наши радиолокационные станции. И, соответственно, РЛС составляет карту, А-50 этот самолет составляет карту радиолокационных станций, и таким образом они видят, где находятся наши глаза и уши. Системы ПВО, системы ПРО. Но я уже говорил неоднократно, за счет маневренности комплексов, что у нас не осталось стационарных, они постоянно меняют свои позиции. Поэтому сегодня их засекли на этих местах, а завтра они развернулись на других местах. И когда идет огневой налет, массированный ракетный удар, то ракеты могут прилетать уже по пустому месту. Вот. Но зонды, да, аэростаты, которые они пускают к нам, они предназначены только для вскрытия системы ПВО нашей страны. Доброй ночи. Поясните, пожалуйста, каким образом Раша осуществляет пуски ложных ракет? Почему их четко видно, видит наше ПВО и не сразу может отличить от настоящих пусков? Заранее благодарю. Дело в том, что я не слышал данных о том, что пуски ложных ракет. Ложные цели появляются уже у межконтинентальных баллистических ракет. У тактических ракет или оперативно-тактических ракет нет ложных целей. Могут быть ракеты с головным весовым макетом, то есть не осколочно-фугасной головой, а учебно-боевые, у которых головной весовой макет вместо головной части с тротилом. То есть вместо фугасной головы ставится весовой макет. Это может быть. Но и даже, кстати, по-моему, было несколько случаев, когда прилетали ракеты, падали и не взрывались. Это было еще летом прошлого года. Мы засекали, и точка У прилетала с ГВМ,
И Искандеры, баллистические ракеты, тоже прилетали с ГВМ. Но ложных целей нет. Ну а вообще я вам должен отметить, что дело в том, что отличить ложную ракету от неложной, от боевой невозможно. Невозможно. Потому что они имеют абсолютно одинаковые параметры. У них абсолютно одинаковые характеристики, баллистические характеристики, не боевые, а баллистические. Поэтому в полете они летят абсолютно одинаково. И на радаре они отражаются абсолютно одинаково. Отличить ложную от настоящей невозможно с помощью радиолокационной станции. Добрий вечір. Так. Доброго вечора. Яка, на вашу думку, вірогідність того, що Росія стане на воєнні шпали в процентному співвідношенні? І коли це може трапитись? На военные рельсы, ну почему-то вы написали шпалы, на военные рельсы Российская Федерация может стать, но для этого, мне кажется, понадобится не меньше года, а может быть и 2. Почему? Потому что с учетом санкций, которые наложены на Россию, если не брать западные технологии, то восстановить советские технологии по производству вооружения, Россия сможет где-то через год, а может быть и через 2. При условии того, что завтра, допустим, прекращается огонь, все, никто никого не стреляет, и вот с этого момента Россия всю мобилизацию бросает на подъем ВПК, на модернизацию своего ВПК и перевод его на военные рельсы. Тогда год или 2, в течение года-2, да, они могут наладить какие-то производства, которые будут клепать запчасти, комплектующие для старой советской техники. То есть восстанавливать старые советские технологии и, соответственно, восстанавливать старую советскую технику. Почему я акцент делаю на слове «старую»? Потому что у них нет современных разработок для того, чтобы модернизировать те же 72-ки в версию B3. Насколько я знаю, в версии B3, Т-72 B3 стоит французский прицел. Не российский, а французский. Там другая электроника, радиостанции там могут стоять, допустим, турецкие или китайские. Вот. Китай, может быть, и продаст еще радиостанции для танков России, но другие страны вряд ли продадут. Плата, чипы, там сейчас выясняется, как американские чипы попадают в Российскую Федерацию. Сейчас американские компании, чьи чипы мы обнаружили в новых дронах российских, сейчас Соединенные Штаты будут разбираться со своими производителями, как товары двойного назначения попали в Россию. Поэтому сейчас идет ужесточение и введение вторичных санкций. Сейчас уже нельзя отмазаться, мы не продавали России напрямую, поэтому не знаем, почему наши чипы там. Нет, сегодня понесут наказание. Соответственно, Россия останется на своих советских образцах, если им удастся восстановить советские технологии, то я думаю, что за год-два они могут перейти. А в процентном отношении это оценить очень тяжело. Что вы имеете в виду в процентном отношении на военные рельсы? Что 100% экономики переведут на военные рельсы? Где-то 100% уже никак не переведут, потому что 140-миллионную страну надо еще кормить, одевать и обувать. И предоставлять ту же бытовую технику для производить. Поэтому 50% экономики, да, вот в течение года-2 они могут перевести. Но при этом надо будет еще производить стиральные машинки, какая там была у них вятка, да, какие-нибудь холодильники производить, какие-то автомобили для своего населения, а еще и кормить и одевать это население, то есть обувь производить для него. Вот. Так что как минимум где-то 50% экономики, думаю, в течение 1-2 лет Россия могла бы восстановить в старом советском режиме эксплуатации, на старых советских технологиях, но при условии того, что боевые действия на войне прекратятся вот сегодня и сейчас. Читаю ночью отчеты о тревоге, пишут, мол, ракеты пока летят туда, но могут изменить курс в другую сторону. А это разве возможно? На сколько градусов русские ракеты могут менять курс? И я всегда считал, что они летят плюс-минус прямо, или по параболе.
Не все ракеты летят по параболе. В том-то и фишка, что баллистические ракеты типа Х-22, она летит по параболе. А ракета Х-101, ракета «Калибр», Х-555, это крылатые ракеты. Они летят как самолетики. Скорость где-то 850 км в час у этой ракеты. И она имеет эти самые крылышки и, соответственно, меняет курс. И курс, этот маршрут, мы 100 раз об этом говорили, он просчитывается и закладывается заранее в голову ракеты. И ракета, используя там систему навигации, кстати, российские ракеты используют ГЛОНАСС, это сразу к ответу на вопрос, а почему не выключить GPS, они используют GPS-систему, но ГЛОНАСС, российскую навигацию спутниковую. Вот. И, соответственно, они могут менять курс на 180 градусов. Они могут кружить над целью. Вот прилететь и кружить. Мы, кстати, это наблюдали неоднократно, когда прилетали шахеды, делал несколько кругов над целью и потом только ударял в эту цель. А мы пытались все это время его сбить. Это все программируется. Поэтому крылатая ракета может лететь куда попало. Куда ей скажут, туда она и полетит. На то она и крылатая ракета. Она очень маневренная. Поэтому ее тяжело сбивать. Ее надо сбивать только на том участке, где ты ее видишь. Пока она летит более-менее прямолинейно. Потому что когда она начнет делать маневр воздушный, уже надо пересчитывать траекторию. И уже либо надо пускать ракету с самонаведением, дорогостоящую, высокоточную, которая все равно, повернула ракета или нет. Которая идет на саму ракету, как на цель, и преследует ее независимо от ее маневров. А вот такие, как Х-22 ракеты, они идут по баллистической траектории. Делают горку, набирают сверхзвуковую скорость. Да, их можно просчитать, но очень тяжело сбить. Потому как время реакции очень и очень маленькое. А чего готовность наступления через пару месяцев? До этого 4 месяца не наступали. Чего там наступать? Раз в полгода. Давайте наступать будем раз в год. И слушать, как там хорошо посидели на Рамштайне. Вы знаете, ваши слова да Богу в уши. Я бы не стал на вашем месте ерничать. Мы и так из последних сил, из кожи вон пытаемся удержать ситуацию на линии фронта. Мы пытаемся объяснить нашим странам-партнерам, что нам надо дать оружие вчера. Не сегодня даже, а вчера надо было дать оружие. Да, они заседают в формате Рамштайн. Да, они дают оружие очень медленно и очень мало. Но это, к сожалению, не от нас зависит. Вот в следующий раз мы не будем. Вот в следующий раз, когда будете голосовать на избирательных участках, подумайте, почитайте внимательно программы кандидатов и прочих. И вспомните, и вот эта война, 2014 год ничему нас не научил. Мы 8 лет очень много вели разговоров, показывали там какие-то небольшие партии модернизированных танков или бронированных машин, выпущенных новых, но никто не занимался реструктуризацией армии и масштабным перевооружением армии на новые или на те же западные образцы. Никто не создавал стратегические резервы. Наоборот, у нас за 8 лет рвались склады с боеприпасами вот, по непонятной причине. Никто так не понес ответственности, кстати, за это. Вот. Мы даже до сих пор точно не можем, никто не может сказать, так сколько же тонн боеприпасов взорвалось и что осталось там на тех складах. Ревизию никто не провел, даже после пожаров. Вот. Поэтому мы сегодня вынуждены стоять под дверями Рамштайна. Вот как вы, я считаю, что вы съерничали в этом вопросе. Что мы вынуждены стоять под дверями Рамштайна и ждать, дадут нам танки или не дадут. Поднимать вот эту волну как бы информационную, что дайте нам танки, дайте нам очень надо. Поэтому дали танки, наступаем. Не дадут танков, будем сидеть в обороне. Или сидеть в концлагерях, когда придет сюда русский мир. Посмотрите, что было, что происходит на оккупированных территориях, как люди там стонут от того геноцида, который творит Российская Федерация. Они же не собираются нас оставлять в живых, им нация украинцев не нужна. Не нужна, им нужен русский мир на всех территориях. Поэтому, как будет возможность, так будем наступать. Не будет возможности, будем обороняться, будем бить врага тем, чем есть. Почему эти шарики не распознают по скорости их движения? Ведь они значительно медленнее ракеты или мопеда. Для этого нужен навык.
навык расчетов для того, чтобы их научились распознавать как цели, и, точнее, как ложные цели. Я думаю, что со временем этот навык придет. Раз эти они появились в воздухе, значит теперь они будут появляться довольно часто. Я думаю, что Россия будет использовать их в качестве вскрытия системы ПВО нашей, и либо в качестве использовать в качестве перегрузки нашей системы ПВО. Так что я думаю, что со временем научатся. Но вы же не забывайте, что, допустим, если на высоте там, 500 метров, где летит этот зонд, или там 300 метров, где летит зонд, скорость ветра будет там, 40 или там, 50 километров в час, то он же будет лететь с такой же скоростью, чем не дрон разведывательный. Поэтому тут очень тяжело. Тут именно навык, какую точку, какую отметку дает этот уголковый отражатель, который несет на себе этот зонд. Вот в этом будет как бы основная проблема распознавания этих шаров как ложных целей для системы ПВО. Но в любом случае, даже для того, чтобы распознать цель, надо включить радиолокационную станцию на активный режим. Как только она включилась на активный режим, ее сразу заметил кто? Самолет-разведчик, который летает там в 300 или в 500 километрах от места полета этого шарика или от места работы. И он сразу засекает, ага, значит здесь стоит РЛС. Она смотрит. РЛС примерно такого типа. Они могут определять по мощности луча, определять тип радиолокационных станций. Ну что ж, вот, наверное, вопросную часть мы на сегодняшний день закончим. И у нас останется с вами третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И прозвучат они в сегодняшнем видео. В начале войны весной прошлого года поляки заявили, что могут передать свои МиГ-29 Украине. Но так как не хотели это делать сами, перегнали самолеты на авиабазу в Рамштайн, чтобы американцы перегнали самолеты в Украину. Было условие, что США поставят свои истребители в Польшу вместо МиГ-29. Однако далее выяснилось, что эти самолеты получили модернизацию бортовой авионики, а выполнили это израильтяне, которые на тот момент не разрешили передачу польских МиГ-29 со своей аппаратурой в Украину. Так что этот вопрос зависит не только от США, но еще от Израиля. Вот такая ситуация с польскими самолетами. Да, вы где-то правы, на правильном пути. Целый год мечтала вам написать. Судьба так распорядилась, что на момент войны я жила в России. Там мама и сестра, а дети и внуки жили в Украине. Огромная благодарность за информацию. Находясь в России, закрывала все окна и слушала. Сейчас приехала к дочери в Германию. Не все русские поддерживают эту войну. Но, к сожалению, репрессивная машина сильна. Десятки тысяч за решеткой, а многие люди за мир, но подвержены воздействию пропаганды, искренне верят, что весь мир хочет уничтожить Россию. Когда задаешь таким людям вопросы, которые заставляют думать, они отмахиваются, что они вне политики. Искренне всем сердцем и душой с Украиной верю и жду победы Украины. Ваша правда и восхищение всего мира помогут приблизить счастливый конец этой страшной, несправедливой войны. Ссылаясь на Конституцию Республики Беларусь, еще бы на туалетную бумагу сослаться. Ну, то есть, видите, я думаю, что вы белорус, и, видимо, так белорусы оценивают высказывание Лукашенко, что ссылаться на Конституцию, что он Конституцию попрал или поставил в ранг туалетной бумаги, возвел в ранг туалетной бумаги. Сама с Херсонщины пишу вам, потому что орки выкладывают видео об обстрелах нашего родного города с левого берега. И наши местные рыбаки узнают и знают, с какого места нас обстреливают. Не знают, может, нашим защитникам стоит пообщаться с местными, чтобы узнать побольше о местах, откуда ведется работа артиллерии орков. Ну да, есть и у вас есть, я думаю, что очень даже стоит пообщаться. Есть приложение eWorok,
пожалуйста, пусть рыбаки напишут. И я думаю, там с ними на месте свяжутся представители вооруженных сил, которые смогут эту информацию транзитировать, быстро и эффективно транзитировать нашей артиллерии. А вот шар лучше всего лазером сжечь. Слава Украине, скорейшей перемоги, позор оккупантам. Ну, вопрос риторический, потому что если погода хорошая и небо прозрачное, то да, можно сжечь лазером. Есть, но у нас, кстати, таких установок лазерных нету. А вот если дождик, снег или туман, то тут уж звоняет и лазер, к сожалению, бессилен. Оружейного плутония в мире девать некуда. Его в много тысяч раз больше, чем надо для любых целей. Запас оружейного плутония в Российской Федерации около несколько сотен тонн. Количество плутония в термоядерном заряде исчисляется сотнями грамм. Сам плутоний постоянно плутоний вырабатывается при работе всех атомных электростанций. Запасы плутония США вообще все законсервированы в стекле, бетоне и сложены в какой-то самой глубокой шахте и запечатаны. Почему его обычно покупают у Российской Федерации? Проще и дешевле купить, чем откапывать свой. Проблема, что его как раз некуда девать и никак, кроме как взорвать, его нельзя утилизировать. Ну вот такой вот комментарий. Просветительский для нас. Стишок написал. ВВП в Гааге. Он на стуле стоял, будто памятник, хоть наградой пришлась петля, и под громом оваций, как маятник, закачался туда-сюда. Усачев Владислав. Вот такая вот подпись под этим стишком. Про переодягання. З нашого боку таке теж було. Наші солдати взяли посадку і захопили радійку росіян. Радійка – це машина, радіостанція на автомобілі. Переодяглися та й по радійки викликали підтримку. Прийшли росіяни на зов радійки, а їх любо та жвавенько прийняли в полон. Ну, вот такой вот эпизод из боевых действий. Если Украине не дают нужного оружия, не дают в кавычках, и все об этом только и говорят, то это значит, что Украина получит все, что надо, все будет Украина. Дякуємо за огляд останніх новин. Очень похоже на действия японцев в конце Второй мировой. Тоже запускали шары из рисовой бумаги в сторону Соединенных Штатов. Вполне возможно. Здравствуйте. Что касается воздушных шаров с уголковыми отражателями, то это средство, ухудшающее помеховую обстановку. Но это малоэффективное средство. Обзорные радиолокационные станции отстраиваются от этих целей селекцией по скоростям, высоте и курсовым углам, по которым передвигаются уголковые отражатели. Такие примеры были еще в середине прошлого века, когда при массированных налетах применяли пассивные помехи, нарезая металлическую фольгу, или применяли металлические ленты, размеры которых были кратны длинам волн излучения РЛС. Сбрасывали их с самолета. По таким целям траектории не завязываются, и их никто не обстреливать не будет. Пользуясь случаем, благодарю за информацию. Но пасаран. Вот такой, кстати, очень полезный и довольно познавательный комментарий прозвучало от одного из зрителей. Огромное вам спасибо. Ну а мы с вами на этом будем заканчивать наше видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. И, конечно же, приглашаю еще раз подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами, огромная благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей помощи и поддержке у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить Збройним силам України. Перемога за нами. Слава Україні!